Друзья, рады приветствовать всех на нашем канале Дима и Лиля. Это интересно в такой прекрасный, солнечный и яркий день. Сегодня у нас воскресенье, 8 марта. И хотим вас всех поздравить, всех женщин, бабушек, мам, девочек, девушек с Международным женским днем, с праздником весны и красоты. И пожелать вам всем мира, добра, улыбок и прекрасного настроения в этот замечательный день. Ну и сегодняшнее видео мы начинаем с левого берега. Сегодня такое праздничное настроение, и мы хотим с Димой проехаться и посмотреть, и показать вам, сколько у нас в Мариуполе сегодня цветов. Мы еще столько их не видели ни разу. Да, очень столько много. На улице сегодня плюс 6, наверное. Хотя с утра было довольно-таки прохладно. Я вот одела даже шубу, Дима тоже еще в зимней куртке. Еще мы не одели весеннюю эту демисезонную одежду. Но, наверное, все-таки мы погорячились, потому что вот я держу шапку и как-то немножко жарковато, да, Дим? Жарковато и прохладно, как-то так. Да, такая обманчивая весенняя погода. Но, друзья, давайте же пройдем, посмотрим, что у нас происходит здесь, на Ленинградском. Друзья, ну и посмотрите, сколько красивенных цветов. Букеты на любой вкус, как говорится, и кошелек. И 8,5, и 9 тысяч такие корзинки с тюльпанами. И я скажу, что здесь людей немало. Конечно, ассортимент тюльпанов вот, просто шикарный. Ух ты ж, Дим, посмотри, какие цвета. Цены на букеты, да, почти 5 тысяч. Мне кажется, в день весны, в день красоты, это вообще день тюльпанов. Почему-то так вот ассоциация 8 марта, это тюльпаны и мимозы. Мимозы продаются на вес. Ну, вчера, например, я смотрела где-то 1200-1500, это за килограмм. Вот такие вот красавцы и крокусы есть, это живые цветы можно купить. Ну, сейчас мы пройдем, вы посмотрите, сколько цветов. Ну, помимо цветов можно, конечно, еще и подарочки какие-то приобрести. Мужчины покупают цветы, букеты красивые для своих женщин. Продавцов, конечно, сегодня просто очень много, да, Дим? Да, ну да, да и людей как-то немало. Да, посмотри, сколько, особенно вот в той стороне людей. Прям ажиотаж. И розочки. На 8 марта все-таки тюльпаны. Глаза просто разбегаются. Сколько цветов. Боже мой, сколько цветов. Давай подспросим, почем тюльпаны. Вчера один тюльпан я видела, был 150 рублей. Мы с тобой сейчас сколько прошли, и даже не спросили ни разу, сколько цветы стоят. А в какой цену тюльпаны? 100 рублей. Немножко дешевле стали, 100 рублей. Ну, здесь такие небольшие головки тюльпанов. Ну что, посмотрели мы с вами обстановочку на Ленинградском. Кстати, сейчас проходим мы, это сквер или аллея. Назывались у нас это раньше флаги. Сейчас эта вся территория огорожена, потому что здесь будет реконструкция. Новый будет сквер, будет Тульская область. Строит нам новый сквер левобережный. По какой цене эти розовые? 200 любой тюльпан. У нас тут 6 тюльпанов, Катя. Я знаю, я А тут цены немножко повыше. Ну, конечно, здесь такие крупные тюльпанчики. 200 рублей один. Друзья, ну мы с Димой решили отправиться дальше. Здесь вы видите, атмосфера очень оживленная. А мы еще хотим посмотреть, что происходит на Восточном. Какая там атмосфера. Уже идя в сторону машины, и здесь тоже цветы, немножко подальше от именно Ленинградского. Тут уже цветочный киоск. Яркие такие. Ну что, едем дальше. Друзья, приехали мы на Восточный, именно на улицу Киевскую, или рынок у меня за спиной киевский. Что я вам сразу хочу сказать? Вот где справедливость? Сегодня женский день, 8 марта, а я за рулем.
Ну что, пошлите посмотрим, какая здесь обстановка. Ну, проезжая на машине, мы видели, что здесь тоже цветов много продается, но людей не так много, по крайней мере, как на Ленинградском. Мужчины покупают тюльпанчики. Ну, такие здесь крупные, желтые, красивые такие тюльпаны. Скажите, пожалуйста, какую цену тюльпаны? 150. Горы мимозы. Ну, пахнут. Мимоза очень пахнет. А людей вообще никого нет. Глянь, уже все, наверное, сделали свои покупки. Ой, Дим, посмотри, какая рыбка красивая. 900 рублей скумбрия. А это, я забыла, как называется вот эта рыба. Ты не помнишь? Нет. Он коленвасик свежий. Там маленький. Ой, живой. Дим, посмотри, Да. глянь, дышит. А вот 300 покрупнее рублей. 300. Возле бывшего магазина Сельпо. Здесь посмотрите, сколько тоже ярких весенних цветов. Красивые. А тюльпаны в какую цену? 100 рублей и большие по 200. Красивые такие бордовые розы. Ну что, отправляемся, друзья, дальше. У нас сегодня с вами прогулка по нашему весеннему и цветочному Мариуполю. Друзья, ну как вы поняли, приехали мы сейчас в Ильичевский район. Район Нептуна. Лилечка за рулем была. Дима сказал, что я нормально приехала. Сама первый раз по этой дороге. Ну, с Димой, по крайней мере. Мы уже заехали домой. Я уже переоделась, потому что очень жарко. Пошли нам зеленый, Дим. На улице прям жарко, особенно когда за рулем сидишь, мало того, что напрягаешься, ну, как бы еще как страшновато, конечно. Мне очень жарко, солнышко светит. Боже, посмотрите, сколько здесь цветов. У меня глаза разбегаются разных цветов. Цвет разный, и цветы все разные. А еще здесь очень хорошо пахнет шашлыком. Хотя мы с Димой заходили домой и уже поели. Боже, сколько цветов. Я думала, если честно, уже сейчас начало 2-го. Мы приехали в Ильичевский район, чтобы поздравить сестричку, племянниц моих с праздником. Я думала, тут уже людей никого нету. А нет. Боже мой, сколько цветов. Боже, некоторые очень боятся камер или лиц своих боятся показать. Мне вообще непонятно. Говорят, не снимайте. Сколько всего, как все пахнет. Цветочки выбираем. Боже мой, сколько всего. А тут посмотри, сколько подарков. О, боже мой. Посмотри, какая красота. Да. Ну тут вообще такие подарки огромные и мягкие игрушки. Ну что, выбираем цветы. Давай пройдем, глянь. Сегодня цветов как никогда, везде так много. Вот красивые цветочки. А в какую цену тюльпаны? Эти 130, вот по 100. Красивые, да, такие большие. Ну, вот желтенькие, хорошие. Видимо, насколько. А, да? Да. Любой цвет. Сюда хоть разные, там один, там такой. А с мимозочкой? Он красиво вот так. Много всего сделать, да. Это ж по 100. 30. Ой. А вот с такой мимозкой можно вот так вот? Ага. На весну. 400 рублей, давайте. Все, цветочки куплены. Мне очень понравился вот этот вот оригинальный букетик именно с мимозой. Это мой, это сестричка. Что, едем поздравлять сестричку. Друзья, моя сестра сегодня на работе. Я ее жду, пока она выйдет с работы, чтобы поздравить. Вот она. Здравствуйте. Здравствуйте, я вас поздравляю. С праздником. Спасибо. Тебя тоже. Подарочек уже дома. Ой, спасибо. Тебе Это передали? тебе. Красивые Спасибо. цветочки. Желтенькие тюльпанчики. Спасибо. Как в песне. Желтые тюльпаны. Не, ну они не вестники разлуки. Ну нет, Они это просто очень красивые и очень И гармонично мимоза. смотрятся с мимозой. Кстати, сейчас в Абхазии цветение мимозы. Да? Да, Ты причем очень интересуешься буйно. Абхазией? Конечно. Потому что После поездки туда. бутылочку вина из Абхазии мне сестричка подарила. На работу ко мне. Да. Ну, кто-то отдыхает в празднике, а кому-то и работать надо. Ну, конечно. Не все ж могут отдыхать себе позволить. Вот чтобы ездить в Абхазию, надо работать.
побольше. Да-да-да. Ну все, друзья, дальше мы едем опять с вами смотреть очередную нашу красоту в Мариуполе, там, где очень много цветов. Всем пока. Всех с праздником. Еще от поездки опять не могу, еще руки дрожат. Я первый раз с Димой вообще выехала. И сегодня вообще целый день за рулем. Но тем не менее, друзья, мы приехали сейчас на Бахчеванжи, Бахчик, как его еще называют. Это пересечение проспекта Строителей и улицы Бахчеванжи. Уже, конечно, начало 4-го и, как бы позднее уже время, но тем не менее, вот пока мы проезжали, я вижу, здесь еще столько цветов продается. Давайте пройдем посмотрим. Ароматы, конечно, здесь стоят не только цветочные, но и еда готовится. Яркие весенние цветочки сегодня отовсюду. Полностью по всему Мариуполю сплошные цветы, сплошные подарки. И такое... Погодка сегодня, конечно, порадовала женщин. Сегодня ясное такое небо, солнечно. Красивые розы, только я, честно говоря, не поняла, в какую цену они. Ну, уже, конечно, не так много. Вот что видно, здесь вот стояли, да? Да, вот еще мимозы опавшие, которые, тем не менее, еще много цветов, и еще кто не успел купить, еще может здесь купить своей девушке или жене букет цветочков. Ну что, друзья, куда мы дальше с вами направимся? Где мы находимся? В Приморском районе. И что у нас здесь рядом? Конечно же, море. А еще в телеграм-каналах, в группах писали, что сегодня очень много людей приехала на берег Азовского моря. Давайте поедем посмотрим. Друзья, пока Дима снимает на наш второй канал, YouTube канал. Вот он, Дима. Мы сейчас находимся на смотровой площадке. Вот с таким вот шикарным видом на море, на наш пирс. Друзья, пока мы идем к машине, параллельно Дима еще и снимает видео. А вы тем временем не забывайте подписываться на наш второй YouTube канал, наш телеграм-канал. Ссылочки все в описании под видео и в описании канала. Друзья, ну что, доехали мы на берег нашего Азовского моря. Лилечка сама за рулем ехала, сама припарковалась. Я прям такая довольна, что сегодня целый день за рулем. Я уже Диме говорю, я не поняла, что случилось. Он уже как заведомо идет и садится на мое пассажирское сиденье. А меня туда вперед пропускает. Ну что, здесь у нас обстановка тоже праздничная, людно. На море полный штиль. Погодка к вечеру вообще шикарная просто стала. Ветра нету этого прохладненького, которое было днем. Кто-то с музыкой, кто-то с колясками. Какой раз мы с Димой приезжаем сюда, и какой раз мы зарекаемся. Ну возьмите хлеба, тут же чаек сколько, надо чаек покормить. Как всегда не взяли. Еще, конечно, не лето, но я смотрю, что уже здесь сезон торговли открывается, продается уже сладкая вата. Водичка так классно плещется. Дима, давай, пробуй. В прошлом видео ты пробовал и сказал, что вода была ледяная. У нас неделю плюсовая температура была. Ну что ты сейчас скажешь? Точно такая, как и была. Да? Холодная еще вода. Еще купаться нельзя? Нет, еще рановато. Какие Но полюбоваться классные волны. можно водичкой. Сейчас уже вечер, и все равно людей приходит много. И вот немножко шума волны. Такой релакс-релакс.
Друзья, в таком замечательном месте на берегу нашего Азовского моря под шум волны мы будем с вами прощаться и заканчивать это видео. А всех женщин хочу еще раз поздравить с праздником, Днем красоты, Днем любви, с Днем весны, тепла. Всем пока и до новых встреч в следующих видео.